Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Ранчо у Санчо. Наступили холода, и я вам предлагаю согреться зимним вечерочком, потрясающим напитком под названием Глинтвейн. Это горячее вино с множеством пряностей. А еще Глинтвейн очень полезен, как и для сердечно-сосудистых заболеваний, он помогает предотвратить их, так и для кишечно-желудочного тракта, помогает пищеварению. Вообще вино само по себе в небольших количествах очень полезно. Но еще же здесь будет и гвоздика, которая помогает удалить просто простуду из твоей жизни, вот так вот. Также бадьян. Бадьян тоже, как и корица, обладает полезными свойствами при простуде. Поэтому вот как раз, кстати, так случилось, то, что у меня немного болит горло, ко мне просто вот пристала эта дрянь. И вот я сегодня буду ее излечивать. Вообще, конечно же, Глинтвейн лучше же попить на ночь, потом лечь в теплую постель. Это согревательный напиток, который поможет вам выздороветь и насладиться приятным, хорошим вечером. Вообще, знаете, как я это вижу? Как я бы хотел, вот как в фильмах, знаете, ты со своей второй половинкой в романтическом вот таком вот вечере сидишь перед камином, на кресле какой-нибудь качалки, можно сказать. Я не старый, если что, не надо говорить, что кресло-качалка старый. Вот, накрытым пледом. И вот сидишь, разговариваешь, горят свечи, камин, и наслаждаешься этим прекрасным напитком Глинтвейн. И за окном идет снег, и ты наслаждаешься этим прекрасным временем года. Давайте же приготовим этот горячительный напиток. Надеюсь, кстати, он мне поможет, и простуда просто от меня уйдет. Берем кастрюлю, желательно с каким-нибудь толстым дном, включаем газ. Сильно включать не будем, нам нужен слабенький огонь. Наливаем сюда 500 мл сухого, либо же полусухого вина. И даем ему чуть-чуть нагреться. Тем временем, вот посмотрите, что у меня здесь есть. Гвоздика, немного черного перца душистого, бадьян, корица, мускатный орех и имбирь. Имбирь сразу же. Кстати, что я хотел сказать. Ладно, я выключу, а то сейчас я буду много говорить, все это приготовится. Нельзя, чтобы вино кипело, кстати. Друзья, я расскажу, почему я взял именно целый корень имбиря, целый мускатный орех. Потому что лучше же это все сделать не порошкообразным. Потому что, во-первых, помутнеет Глинтвейн, во-вторых, это все равно может все попадаться, когда будешь пить, это не так очень приятно, поэтому рекомендую все это взять целыми и лучше нарезать. Вот прям вот так вот, вместе со шкурочкой возьмем 3 вот таких вот дольки имбиря. Дальше что? Берем апельсин. Кстати, знаю то, что берут цедру, но это не столь ароматно, как взять целый апельсин, разрезать его, взять гвоздику и начать вот так вот сюда втыкать гвоздику. Буквально штучек по 7 на каждую дольку апельсина. Далее берем корицу. Я вот так вот сразу же 2 сюда положу. Переворачиваем ее, закрываем. И мы ее разобьем для того, чтобы более ароматно это все было. Все, достаточно. Все, включаем. И даем вот чуть-чуть нагреться вину, градусов до 40. В начале видео я сказал то, что вину нельзя давать вскипеть. Почему? Да потому что полезные свойства из вина все улетучиваются. Все вот эти вот пряности, они уже не будут столь пряными. Но и опять же, весь вкус Глинтвейна потеряется. Кстати, совсем забыл, мускатный орех берем и на мелкой вот такой вот терке начинаем его натирать. Посмотрите, какой он рифленый, кстати. Прикольный. Никогда не видел, как выглядит прям мускатный орех. Вот такого количества мускатного ореха хватит. Это единственный, кстати, ингредиент, который я добавлю вот так вот порошкообразно. Но потому что по-другому просто он не раскроется. Когда появляются первые пары, отправляем сюда апельсин. Отправляем сюда корицу. Отправляем мускатный орех. Какие обалденные здесь стоят ароматы. Бадьян. 3 перца горошком. И, конечно же, имбирь. Ждем, когда появляются первые пузырики, и снимаем с огня.
Друзья, смотрите, температура глинтвейна должна быть в районе 70-75 градусов. А это значит, когда только вот начинают появляться вот эти вот пузырики, значит температура как раз достигнута. И теперь выключаем газ, накрываем крышечкой и даем настояться минут 10-15. А потом будем пробовать. Друзья, и когда глинтвейн настоялся, берем мед. Мед сразу же не добавляли, потому что мед нагревать нельзя. При высоких температурах он теряет свои полезные свойства. Ну и вообще, как бы, даже может навредить здоровью. Поэтому мед вот сюда вот чайную ложечку добавили. Открываем глинтвейн, сразу же идут потрясающие ароматы. Кладем сюда ситица. И вот так вот зачерпываем и наливаем. Друзья, пить глинтвейн нужно вот прям вот горячим. Вот идет вот такой вот пар. То есть глинтвейн должен быть такой вот, что можно пить, но вот-вот и он уже обожжет. То есть прям горяченьким. Он хорошо согревает. Друзья, скажите, какие у вас есть хорошие воспоминания с этим прекрасным напитком? Если же нет воспоминаний, то просто возьмите и приготовьте вместе со мной вот такой вот потрясающий напиток глинтвейн. И сразу же у вас появятся какие-нибудь воспоминания. Друзья, очень вкусно, очень полезно. Вина практически, кстати, совсем не чувствуется. Он сладкий за счет меда. Очень чувствуются такие утонченные нотки корицы. Вот прям отчетливо есть. Мускатного ореха я, наверное, практически не чувствую. Возможно, я его сюда просто мало добавил. Очень отчетливо также чувствуется вкус цитрусовых. Друзья, потрясающий, согревающий напиток, который скрасит ваш зимний вечер. Что я хочу вам пожелать? Чтобы вы сидели в своем частном доме у камина. За окном падал хороший такой снежок. И вы в хорошем узком кругу друзей, либо же со своей второй половинкой наслаждались столь приятным, вкусным вечером и глинтвейном. Друзья, всем спасибо за просмотры. Обязательно ставьте палец вверх, делитесь этим видео. Не забывайте написать комментарий. Всем до новых встреч. Я лечиться и спать. Пока.